Про Пелевина сняли фильм, премьеру экранизацию романа «Мы снова отменили». Низар Замасов написал детскую книгу, а в продажу поступил новый роман автора Манюни. Привет, меня зовут Катя. Прошел уже месяц, и у меня накопилось много интересных книжных новостей, которыми я сейчас с вами поделюсь. Поехали! В онлайн-кинотеатре «Кион» выйдет документальный фильм о жизни Виктора Пелевина, Родиона Чепеля. Картина «Пелевин» создана на основе интервью, в которых принимали участие друг детства Пелевина Евгений Петренко, одногруппник по литературному институту, главный редактор журнала «Литературное обозрение» Виктор Куле, а также художник и музыкант Гермес Зайгот. В стиле работы писателя вспоминают его бывший редактор Ольга Аминова, первый главный редактор «Вукраша» Алена Долецкая, комментируют факты из биографии Пелевина литературный критик Галина Изюфович. Проект показывает к 60-летию писателя, в нем режиссер исследует мир Виктора Пелевина и выстраивает хронологию его жизни, о которой мало что известно. Однако документальное повествование сочетается с анимированными кадрами, причем анимационные сюжеты – это полноценные линии фильма. Премьера назначена на 22 ноября. И несмотря на то, что в кино и так особо нечего посмотреть, премьеру фильма «Мы» по роману Замятина снова переносят. Она была запланирована на 1 декабря, но внезапно пропала из афиш. Я уже неоднократно говорила об этой картине и книге, по сюжету которой оставшиеся в живых после Великой войны люди живут в едином государстве и в новом мире, который считают совершенным. Изначально экранизация антиутопии должна была выйти в 2020 году, однако релиз перенесли из-за коронавирусных ограничений. Затем премьеру обещали 8 сентября, но перенесли на декабрь. Причины отмены в этот раз не уточняют. Если таким образом создатели пытаются прогреть интерес к картине, то как бы они его вообще не спалили дотла? Режиссер «Маленьких женщин» Грета Гервиг снимет новую экранизацию фэнтези-романов «Хроники Нарнии» для Netflix. Это информация с сайта What's on Netflix, и пока она не подтверждена ни студией, ни режиссером. Грета Гервиг сейчас работает в качестве актрисы и режиссера в нескольких проектах на Netflix, а разговоры о том, что Netflix будет снимать полнометражные картины по серии книг, идут аж с 2018 года, когда компания заключила сделку с наследником писателя. В 2019 году сценаристом выбрали Мэтью Олдрича, и больше новостей пока не было. Пока что неизвестно, какие книги Netflix хочет экранизировать первыми. В серии всего 7 книг. Но вот Netflix сообщает, что компания уже с начала года обсуждает с разными режиссерами работу над «Хрониками Нарнии». И вот планирует отдать Грете Гервиг работу над 2 фильмами. Первый тизер сериала «100 лет одиночества» по роману Маркеса вышел на Netflix. Стриминговый сервис выкупил права на экранизацию романа Габриэля Гарсиа Маркеса еще в 2019 году. А сейчас, к 40-летию со дня получения Гарсиа Маркесом Нобелевской премии по литературе, компания представила первый тизер, в который показали процесс создания декораций вымышленного города Манкада, в котором разворачиваются события книги. Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. Cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida. Дети Гарсиа Маркеса, Родриго Гарсия и Гонсало Гарсия Барча выступят в качестве исполнительных продюсеров. Кто займет режиссерское кресло и проработает над сценарием, пока не сообщается. Российская книжная палата опубликовала список самых издаваемых авторов за первое полугодие 2022 года. Перечень авторов художественной литературы открывает Стивен Кинг, хотя в самом начале спецоперации Кинг приостановил сотрудничество с российскими издательствами и новых книг пока не предвидится, все равно успели выпустить 151 произведение общим тиражом свыше 1 миллиона экземпляров. Второе место у Федора Достоевского, общий тираж 577 тысяч. Тройку замыкает английская писательница Агата Кристи, 454 тысячи экземпляров. В тройку самых издаваемых детских авторов вошли Джоан Роулинг, Холли Веб и Корней Чуковский. А читатели назвали книги, которые готовы перечитывать снова и снова. Рейтинг возглавили роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и серия книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Согласно исследованию, перечитывают книги 84% опрошенных. Главной причиной респонденты называют особую атмосферу произведения. Из отечественных книг на первом месте, как я уже сказала, «Мастер и Маргарита», на втором Евгений Онегин Пушкина, на третьем серия исторических детективов о приключениях Эраста Фандорина и Бориса Акунина. Среди зарубежных книг самой перечитываемой стала серия романов о Гарри Поттере Роулинг, на втором месте цикл повести о детективе Шерлоке Холмсе Артура Конана Дойла и замыкает тройку лидеров роман «Гордость и предупреждение» Джейн Остин. Предыстория экшн-триллера «Поезд убийц», роман «Кузнечик», который Исака готовится к выходу.
Книга впервые была издана в 2004 году, но на русский язык переводится впервые. Действие романа разворачивается в современной Японии, и сюжет закручен вокруг 3 убийц. Когда сын главаря якудзы погибает под колесами машины, куда его толкнул легендарный наемник по кличке Толкатель, этот Толкатель по разным причинам становится крайне нужен 3 убийцам, никак не связанным между собой. Вокруг этого и закручивается сюжет. Книга поступит в продажу 30 ноября. А в издательстве АСТ аккурат к ярмарке нонфикшн готовит новый роман «Молчание цвета» Нарине Абгарян, автор нескольких бестселлеров «Манюня», «Симон», «Понаехавшая». Книга, как и вся проза писательницы, расскажет о людях, добрых, счастливых, несчастных, мудрых, легкомысленных. Они живут в разных странах, и каждый из них, благодаря пытливому взору писательницы, ее дару рассказчика, погружает в свою вселенную и дарит нам кусочек своей любви. Актриса Лиза Арзамасова с супругой Ильи Авербуха написала 2 детские книги о мальчике Костике. Звезды все чаще стали публиковать свои произведения для детей. Недавно выходила книга у Павла Воли, Регина Тодоренко работает над книгой, ну а в АСТ так и вовсе уже сделали серию «Сказки от звезды», где вышли книги Арины Шараповой, Александра Булунова, теперь вот Лизы Арзамасовой. «Костик из Солнечного переулка» – история о самом важном для маленьких взрослых и огромных детей. Это сборник историй, рассказанных 11-летним мальчиком. Вместе с юными читателями он ищет ответы на взрослые вопросы. Например, почему мужчины не плачут, и что делать, если очень хочется, а для чего нужна дисциплина и так далее. Как поделилась актриса в одном интервью, рассказы рассуждения она писала, будучи беременной, а в возрасте 11 лет выбрала потому, что именно в это время она сама стала по-взрослому копить мысли, которые еще не получалось высказать вслух. Книга уже в продаже, а в ближайшее время в Москве пройдет несколько встреч Лизы Арзамасовой с читателем. Мария Степанова получила очередную премию за книгу «Память памяти». Прошло 5 лет с первой публикации произведения, а автор продолжает получать награды за свою работу. Книга «Память памяти» уже получила премию «Нос», большую книгу, немецкую премию «Мосты Берлин» и вошла в короткий список Букеровской премии. На этот раз писательнице досталась французская премия, название которой я не произнесу, в номинации «Документальная литература эссе». В книге «Память памяти» автор фиксирует воспоминания об исчезнувшем мире, порой в коробках с фотографиями, письмами, дневниками, которые она унаследовала от только что умершей тети. Кстати, в категории романа этой же премии награда досталась колумбийскому писателю Хуану Габриэлю Васкесу за произведение «Ретроспектива». Издательство Бомбора создало книжный клуб «Бомбора Стори», в котором будут обсуждать художественные книги, основанные на реальных событиях. Первыми обсудили книги этого года. «Что не так с Гелвинами» Роберта Полтера, «История идеальной семьи, разрушенная безумием», «Годы с Пумой» Лоры Коулман, «На кошка изменила жизнь героини», «Серебряный воробей» Таяри Джонс, пронзительная семейная история про ложь и любовь, «Страсть к отравлениям» Кэрол Энн Ли, история о том, что заставило увлеченного химией парня стать серийным убийцей, «Тайная жизнь пчел» Сьюман Кит. Создатели серии верят, что именно истории, основанные на реальных событиях, сейчас как ничто важно и могут вдохновить, и что они помогут читателям пережить сложные моменты. Книжный клуб будет закрытым, но книги доступны каждому. А на этом у меня все. Читайте хорошие книги, обсуждайте, делитесь. Подписывайтесь на нас в Дзене, так вы поддержите то, что мы делаем, а также в Телеграме, чтобы оставаться в курсе литературных новостей каждый день. Всем пока!